Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Уважаемые зрители и подписчики, прежде чем озвучу тему, хочу поблагодарить вас за ваш опыт и ваши рассказы о своих подходах в технологии выращивания овощей, о способах, необычных иногда способах решения, казалось бы, ранее нерешаемых проблем. Именно благодаря успешным примерам множество огородников могут решить очень сложные задачи. И одна из таких сложных задач – вредители. После показа в наших видео способа определения количества вредителей с помощью специальных ламп, улавливателей комаров, несколько человек провели интересный эксперимент. И он оказался успешным. Для ловли совок различных, которые сейчас очень много летает, которые дырявят наши плоды помидоров, перца именно в августе. Ну и не только совок, но и моли. Что сделали наши предприимчивые коллеги, увидев наше видео? Занавесили двери в теплицах сетками, вот эти москитные от комаров, москитные сетки, и включили в теплицах несколько таких ламп, как у нас есть. И вот они-то сыграли именно роль механических инсектицидов. Представляете, инсектициды не био, не химические, а механические. Эти лампы, кстати, берут очень малое количество электроэнергии. И вот это весь инсектицид, специальная лампа. Но и противомоскитные сетки тоже с одной стороны и с другой стороны теплицы. И никаких ядов, никаких обработок, никаких затрат энергии на частые обработки растений против совок, против помидорных молей. Вот сейчас это тута абсолюта просто уничтожает очень много томатов. Естественно, нужно утром вынести лампы из теплицы и проверить в них наличие вредителей и уничтожить эти вредители. Это все. Огородники рассказали, что через несколько дней в их теплице уже и комаров не оказалось. Теперь только раз в неделю проверяют наличие вредителей, включая на ночь лампу такую. Все просто оказалось. Ведь вредители летают именно ночью, и для них были подготовлены лампы. И чтобы не залетали внутрь теплицы эти вредители, дверные проемы или просто открытые с боков теплицы были защищены от непрошенных гостей москитной сеткой. И главное, результат – экологически чистые помидоры, перцы, баклажаны. Не травится при этом не только семья, но и не травится земля и вода. Прекрасный способ. Благодарю. С совками, молями понятно, как бороться уже. Вот этот способ очень хороший. А как быть в августе с клопами-черепашками, многие спрашивают. И многие, кстати, опускают руки при виде множества этих вонючих и шустрых вредителей. А несколько наших коллег, уже 2 человека, кстати, изобрели интересный, простой, беззатратный способ очистки своих участков от злостных этих вонючих вредителей. Но очень красивых. Один из огородников сообщил, что каждый день делает обход всех растений утром и вечером, и только увидит яйцекладку или клопа, сразу же их давит. Воняют вредители, конечно, но после спортивной ходьбы, обычного обхода грядок, получен замечательный результат. Растения чисты от вредителей. И так оказалось все просто. А еще одна наша коллега, ей не нравится давить клопов, она в ведерко заливает воду и туда добавляет немного средства для мытья посуды, чтобы была хорошая пенка. Ну, иногда, говорит, много заливаю так, чтобы пенки было много. И вот она ходит с этим ведерком и струшивает ведерко клопов, забрасывает их туда. Когда завершает обход грядок, и малина, кстати, на малине там особые какие-то, есть клопы некрасивые, они такие колючие, но она делает все в перчатках. Она берет, накрывает ведерко крышкой, и клопы в этом растворе погибают.
Опять оказалось просто, ну, немного затраты на вот это средство для мытья посуды. Обход грядок все делают. И тут к физической легкой ходьбе добавляется съем вредителей с растений. Мне очень понравились эти способы. Использую давку клопов в перчатках. Кстати, вот это раньше как-то обработками больше занималась, а сейчас прошлась утром, вечером, и еще когда заходишь, собираешь плоды, пособирала, подавила их. А если занавесить сеткой проемы, то сюда, в теплицу, не пролетят и клопы-черепашки. И еще одно такое сообщение, предложение пришло от одного из огородников. Обрабатывать растения березовым дегтем, скипидаром. Оказывается, что, мол, черепашкам не нравится этот ядовитый специфический запах, и можно использовать вот для обработок вот этот раствор. Хочу сразу сказать, я уже этим занималась, пробовала, и хочу сразу задать несколько вопросов. Если вы уже это делали, то вопрос номер 1. Каким образом у вас работает опрыскиватель? Если вы опрыскиваете помидоры и перцы, там забивается вот эта смолистая часть, все везде забивает. Пробовала. Мало того, даже посуда, которой работаешь, тоже вся обволакивается вот этой частью. Но подумайте еще одной вещи. Попробуйте просто чуть-чуть открыть бутылочку березового дегтя. Просто запах там невероятный. Запах, это мягко сказано. Это вонь. Ведь смотрите, в состав этого березового дегтя, скипидара входит что? Что это такое? Это препарат, это маслянистая эта вещь, которая добывается посредством химической обработки дерева. И составляющие дегтя бензол, вот я назову эти препараты, зайдите себе и посмотрите в интернет, в Google и сделайте ссылку, посмотрите, какие формулы этих веществ. Итак, бензол, ксилол, крезол, толуол, гваякол, фенол, смолы. Вот эта темная густая жидкость черного цвета, зеленоватый такой синий отлив на свете и страшный такой неприятный запах. Хотите ли вы вот это все есть? Я имею печальный опыт применения дегтя в саду. Вредителей действительно было меньше. Но малину и виноград, там, где рядышком вот было просто-напросто поливало почву, и получилось, что у этих растений малина и виноград, ягоды были с запахом дегтя. И просто было невозможно их есть. Деготь пропитался в почву и в сами растения, и надолго там оставался. Пришлось выкорчевывать эти растения, не использовать их. Если же сейчас взять эти растворы, просто даже рядышком где-то установить, и вот березовый деготь, он продается у нас в любой аптеке, я это использовала, пробовала, но представьте себе, что вот этот невероятный запах пропитается в томаты, в ваши перцы, баклажаны, и как вы собираетесь это есть, готовить, заготавливать? Нет, такой нам способ не подходит. Прошли мы эти испытания и их не используем. А вот эти два первые способы очень хорошие для удаления вредителей из теплиц, из парников. Да, это для теплиц и парников, но ведь многие уже имеют эти теплицы и парники и будут сейчас устанавливать, потому что в открытом грунте сейчас просто в последующие годы невозможно будет выращивать овощи. И даже уже есть на юге Украины в теплицах выращивают сады с маленькими этими деревьями колоновидными и получают заранее урожай, и, естественно, там не болеют эти растения и одаривают хорошим урожаем. Но это отдельная тема. Так что благодарю всех вас за ваши сообщения, любые сообщения и ваш опыт. Знаю, что те, кто выращивает на больших площадях овощи, возмутятся и напишут мне очередное сообщение, что это им не подходит.
как можно работать на больших площадях вот таким образом. У вас товарное производство, хотя и для товарного производства придется переходить на экологически чистые способы выращивания и, естественно, экологические материалы. Иначе земля сметет, смоет со своего тела все то, что ей приносит боль и страдания. А эти химические вещества, которые используются, они действительно приносят сильнейшие страдания для земли, а тем более для воды, которую нам же придется пить. Так что еще раз благодарю всех вас за ваши сообщения, ваш опыт очень интересен. Ну и хочется сказать, прощаемся с вами, но нет, и не ставлю точку, и не прощаюсь с вами, потому что ставим запятую, и зная, будут найдены новые, простые, доступные способы борьбы с вредителями. Так что до новых встреч на нашем канале.